Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на моем канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Сегодня мы изучим секретное оружие музыкального продюсера, очень креативный MIDI-секвенсор Reefer от разработчика Audio Modern. Благодаря этому плагину можно очень быстро получить вдохновение, материал для вашей композиции, буквально в 3 клика. Прелесть еще в том, что он есть как на Windows и Mac, так и на iOS. Поэтому это видео будет полезно вам независимо от того, на какой системе вы пишете музыку. Да, чуть не забыл. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Рост подписок автоматически заряжает на желание делать больше новых обзоров. Всем приятного просмотра. Поехали. Как рабочую станцию я буду использовать AUM. Давайте послушаем, что у меня тут есть. Я накидал небольшой набросок. Вот такой простой бит, бочка, хай-хет. Аккорды добавляются. Бит у меня воспроизводит тоже один из инструментов Audio Modern. Плагин называется Playbeat. Аккорды у меня играет Minimoog. А воспроизводит эти аккорды плагин Atom. Про него я тоже отдельное видео сниму. Ну а для нашей будущей мелодии, которая будет играть Reefer, я буду использовать синтезатор Poison 202. Вот мы видим создан отдельный MIDI-канал. Добавляем на него Reefer. Для того, чтобы Reefer воспроизводил наш синтезатор Poison, вот здесь вот указываем в настройках MIDI Reefer. Открываю интерфейс. Нажимаю Play. Вот видим, как он воспроизводит одну ноту. Давайте потише сделаем. Вот это центральное окно, в котором мы будем как раз редактировать ноты. Вот мы видим, что сейчас играет нота C3. Сверху этого окна мы видим тональность, в которой мы будем играть. Аккорд я прописал в тональности ля минор, поэтому нам надо выбрать ноту ля. Вот она, A. Автоматически нотка сместилась под ноту A. Мы играем в тональности. Далее нам надо определить лад, в котором мы будем играть. Вот в этом окошке. Открываем список, выбираем минор. И начинается самая главная работа. Вот этот кубик, кликаем на него, и вот он создает ноты в тональности ля минор. Далее вот это окошко. Здесь количество воспроизводимых нот. Сейчас мы видим, что разрешение 16 ступеней. То есть мы сейчас работаем в пределах одного такта. И такт разбит на 16 ступеней. Поставим, допустим, количество генерации нот 8. Нажимаем заново Random. Уже интереснее. Все 16 нот нам ни к чему. 8 нот более-менее хорошо звучит. Далее давайте изучим то, что находится слева. Полученную мелодию можно реверсировать. То есть она будет играть как бы задом наперед. Те же ноты, но в обратном порядке. Докручу звук. Вот обратите внимание, что те ноты, которые у меня сгенерированы, они черненькие, а светло-серым те ноты, которые также сгенерированы, но они не воспроизводятся. То есть Reefer предлагает эти ноты использовать, но уже, соответственно, вручную. Я могу эти ноты подключить и, допустим, послушать, что это за ноты. Ну а также вручную эти ноты менять. Далее квантизация. По умолчанию стоит сетка 1/16, поставим 1/8, послушаем, как будет звучать. То есть воспроизведение уже в 2 раза медленней. Далее shuffle, смещает ноты, некий режим swing. Вернем по умолчанию. Motion — это режим воспроизведения, стоит forward, то есть вперед воспроизводит. Backward — назад воспроизведение. И пинг-понг, воспроизведение вперед и назад. Сетка. Можно поставить, допустим, 4. Будет всего 4 ноты. Или наоборот поставить, допустим, 32. Но видите, сверху вот этот луп, вот он определяется как раз количеством, которое указано здесь. И мы можем поставить, например, все 32. Соответственно, при следующей рандомизации появится больше нот. Но у нас всего указано допустимое разрешение 4 ноты, поэтому я здесь поставлю хотя бы 12 нот. Уже интересней. Можно создать полиритмический рисунок, то есть выбрать, например, не 32 ступеней, а, допустим, 7. Очень часто такое используют в техномузыке. Добавлю эффект на наш синтезатор, чтобы поинтереснее звучало. Верну по умолчанию 16 шагов. Изучаем дальше. Переместимся влево. Тут у нас 3 вкладки: Pitch, Duration и Velocity. Pitch, собственно, это и есть те ноты, которые мы прописываем. Здесь можно эти ноты смещать. Следующий параметр Duration. Открывается вот дополнительное окошко. Мы видим вот эти столбцы. Это длина нот. Давайте воспроизведем. Сделаем поменьше. Можно указать вот такую длину нот, чтобы ноты были не длинными. Нажать вот этот замочек, и при каждом следующем рандомизировании вот этот параметр Duration не будет изменять параметр длины нот. Видите, ноты меняются, но не меняется их длина. Соответственно, если я переключусь в режим Pitch,
то этот замочек уже не работает. Если я нажимаю этот замочек, то рандомизироваться будет только следующий параметр velocity, который мы сейчас изучим. Видите, но ноты не рандомизируются. Таким образом, параметр замочек блокирует рандомизацию вот этих параметров питча, duration или velocity. Тут очень важно внимательно наблюдать, какой параметр у вас активирован, и видеть, стоит ли замочек. Допустим, в питче отключим замочек, в duration замочек оставим. И вот следующий параметр velocity, вот если поставить максимально вверх, все ноты будут звучать максимально громко. Можно вручную выставить динамику. Ну, либо также ее рандомизировать. Либо единым вот этим регулятором указывать общую характеристику velocity. Ну, а также длины. Давайте все-таки отключу замочек на всех параметрах. Будет полная рандомизация. Нот поставлю поменьше. И следующий параметр tie notes. Видите, он примагнитил две нотки. Таким образом, нотки будут воспроизводиться не отдельно друг от друга, а вместе. То есть как бы эти две нотки становятся одной. Слушаем. Давайте, например, еще добавлю одну ноту здесь. Видите, tie, вот этот режим сам автоматически их слил в одну. Соответственно, если я ее поставлю ниже, то вот этот режим уже не работает. Отключим tie. И следующий режим sustain note. Видите, там, где появилась вот эта синенькая черточка, означает, что эта нота будет звучать впритык к следующей ноте. То есть получается, что если вот эта нота у меня вот здесь вот закончилась, то она дальше продолжается только до появления аж вот этой ноты. Но вот таким образом всеми этими инструментами можно получить очень интересный результат. Вот этими стрелочками снизу можно сразу транспонировать вверх или вниз в нужный нам лад. Либо просто выбрать нужный нам лад, допустим, до. Видите, сразу все ноты сместились в до, в ре и так далее. Но при этом минор сохраняется. Также все эти ноты я могу сразу же превратить в какой-то другой лад. Выберу, например, мажор. Ну, естественно, с нашими аккордами это не очень красиво звучит, но, тем не менее, мне не пришлось вручную все это двигать. Вернем на минор. Снизу мы видим плюс 12, плюс 24, а также минус 12, минус 24. Это понижение сразу же всех нот и повышение по октавам, допустим. Вот мы в октаву спустили ноты, либо подняли. Кажется, что вроде ничего не меняется, но обратите внимание вот на эту часть. Видите, меняются номера октав. Вот этим параметром pitch range можно увеличить количество нот, и таким образом рандомизация будет происходить не в пределах одной октавы, а уже в пределах аж 3 октав. Нажимаем random. Но тут, конечно, поинтереснее можно получить результат. Вот эта кнопка Lastic удаляет все. Вот эта кнопка Undo возвращает шаг назад. Кнопка Panic нужна в тех случаях, если что-то пошло не так. Нажимаете, глюки проходят. Вот этот параметр бесконечность. Стоит единичка, мы его активируем. И каждый следующий такт мелодии сами будут автоматически рандомизироваться в указанных нами параметрах. Обычно для поиска интересных идей можно включить, допустим, 2 повторения. То есть 2 раза будет повторяться. Допустим, мне вот эта штука понравилась, и я хочу ее сохранить. Вот здесь внизу я открываю кнопку Preset. Вот у меня есть пустые слоты, в которые я могу вот этот пресет сохранить. Нажимаю первый плюсик, все, сохранил. Включаю play дальше. Ну, допустим, мне вот это понравилось. Нажимаю следующий плюсик, и вот таким образом у меня 2 пресета. Первый и второй. Я могу отключить рандомизацию и таким образом уже работать в пределах вот этих 2 пресетов. Либо как-то вручную потом эти нотки менять, либо выбирать другие лады, ну и так далее. Кстати, если нажмем еще раз рандом, то, соответственно, пресет все равно сохраняется. То есть неважно, даже если у меня выбран, допустим, второй слот, я нажимаю random, вот он поменял нотки, обратно возвращаю, нотки вернулись. Вот этот параметр root note указывает, сколько ключевых нот, то есть нот A, будет в нашем мелодическом паттерне. То есть если я поставлю, например, 8 нот, а у нас всего 8 нот, нажимаю random, то, естественно, все эти ноты будут находиться только в ноте A. Слушаем. Но играют они, видите, в 3 октавах. Соответственно, если я поставлю root note, допустим, 4, то 4 ноты будут ключевые, а все остальное будет рандомизироваться в соответствии с нашим ладом. Очень полезный параметр root note. Но также можно его вообще отключить. И таким образом рандомизация будет происходить произвольно, не отталкиваясь от ключевой ноты. Также я могу перемещаться по пиано-роллу вот этим ползунком. И, допустим, хочу уже сделать работу вот непосредственно в этой части. Нажимаю random.
Для бас-партии очень удобно. Кстати, бас-партию очень легко сделать. Можно, допустим, поставить среди вот этих 8 нот, поставить все 8 ключевых. Нажимаю Random. Можно добавить больше нот. Давайте поставим 12 нот. Ну и напоследок вот эти два ключика. Сейчас мы рандомизировали все ноты, но мы, например, можем какую-то ноту, чтобы рифер не рандомизировал. Таким образом, мы выбираем нот, указываем, какую ноту мы хотим, чтобы он не трогал, допустим, вот эту. Видите, появляется сверху такая зелененькая черточка. То есть при следующей рандомизации, видите, эта нота сохраняется. Я, допустим, могу вот эту указать и вот эту. Нажимаю рандом, эти ноты стоят статично, не меняя своего положения. Соответственно, чтобы удалить, обратно убираю эти черточки, и теперь рандомизация происходит опять всех нот. С шагами то же самое. То есть, допустим, я не хочу, чтобы вот эти вот 3 шага менялись. Мне, допустим, эти 3 шага нравятся. Я нажимаю Steps, выбираю эти 3 нотки. И вот, обратите внимание, они никуда не деваются. Чтобы разом все это сбросить, нажимаем вот эту стрелочку. Она сбрасывает как ноты, так и шаги. Вот этот параметр — это у нас привязка к скорости проекта. В AUM скорость указана 120 ударов в минуту, соответственно, я не могу поменять, так как она примагничена. Но также есть метроном. Все эти функции нужны, если вы работаете отдельно, не в каком-то хосте. Сверху вот этот карандашик включает наши пресеты, мы можем их переименовать, допустим, дать им какое-то свое определенное название. Также можем пресеты удалить. Ну и последнее — это настройки. Здесь ничего особого нет, здесь просто настройки MIDI, то есть можно замэпить определенные параметры на ваш MIDI-контроллер, ну а также вот в этом окне указать, в каком приложении работает рифер. Ну вот мы видим, что сейчас в данный момент он работает в AUM. Вот такой чудесный инструмент для поиска новых идей. Если это видео было вам полезным и интересным, обязательно поставьте палец вверх, напишите свой комментарий, ссылку отправьте друзьям, ну и, конечно, не забудьте подписаться на мой канал. Всем спасибо за внимание, с вами был Саша Saint Rider, до новых видео.